Приветствую вас на канале Таро Флёр. Мы сейчас будем смотреть прогноз на июль месяц для знака зодиака Скорпион. Значит, это у нас будет общая карта месяца, карта по отношениям, далее карта будет по работе и четвертая карта будет совет. Совет карт вам на месяц. Так, у нас прогноз на июль месяц для скорпионов. Общая карта месяца в отношениях, в работе. Общая карта месяца. В целом, знаете, месяц у вас будет очень интересный. Интересные будут возможности и удача будет на вашей стороне. В целом, общая карта месяца говорит о том, что будет много возможностей, будет много интересных вещей, которые бы вам интересно будет заняться. Вы можете быть в состоянии какого-то предостережения, в состоянии какого-то ожидания опасности, причем, может быть, даже и бесполезного. Но судя по другим картам, я могу сказать, что, скорее всего, бесполезного. Может быть, какие-то будут мысли о том, что что-то, может быть, от вас скрывают. Если вы так думаете, то я бы на вашем месте, если бы думала, что от меня что-то скрывают, я бы просто взяла это и проверила. Действительно ли это так, чтобы вы не находились в состоянии какого-то напряжения, чтобы вас подотпустило. Здесь я еще вам могу сказать, что не берите на себя больше, чем нужно, потому что в дальнейшем просто может показаться, что это слишком много, и вы можете чего-то не потянуть. Не бойтесь научиться чему-то новому. Здесь еще также скажу вам, что немножечко вот ваша отстраненность от ситуации, она вам даже больше покажет, что происходит на самом деле, нежели ваша чрезмерная вовлеченность. Когда вы очень сильно в этом процессе, очень сильно, может быть, в каких-то действиях, вы что-то пытаетесь сделать, кому-то что-то, может быть, даже доказать, вы не видите, как говорится, всех карт, вы не видите всех вот этих возможностей, где бы вам, может быть, не скажу полениться, где бы вам где-то, может быть, отдохнуть, где-то посмотреть, где-то, может быть, отложить какую-то ситуацию, какую-то работу, может быть, какую-то обязанность, может быть, что-то в отношениях, может быть, что-то в здоровье, что-то вот чрезмерное, вот это вот ваше желание активности, оно может вас немножечко сбить. Поэтому постарайтесь немножечко поспокойнее в ваших активных действиях. Значит, дальше по отношениям. В отношениях отношения у вас будут спокойные в течение месяца, интересные. Может быть, чему-то в отношениях ваш партнер чему-то вас научит, либо вы вашего партнера чему-то научите. Здесь очень спокойные чувства, эмоции земного характера. Знаете, обыкновенные, в общем-то, я бы сказала, такие бытовые вопросы. Получение удовольствия от отношений, получение удовольствия от просто нахождения рядом. Очень хорошая карта для отношений. Дальше у нас карта по работе. По работе у вас будет очень интересная карта. Говорят карты, что будет у вас возможность что-либо изменить. Давайте посмотрим, что. Изменить ваше отношение к работе, я бы это так назвала. Знаете, вы, может быть, в работе думаете, в связи с чем у меня вот даже общая карта, даже, да, вот какого-то предостережения. Вы будете находиться в состоянии предостережения, потому что, может быть, у вас будет чувство какого-то расстройства, в чем-то вы будете, может быть, расстроены, о чем-то, может быть, будете сожалеть, об том, что у вас какие-то изменения происходят. И эти изменения, они происходят не в плохую для вас сторону. Для вас это
совершенно открываются другие дороги, другие возможности, варианты выбора, и вам обязательно нужно не быть в каких-то простите, в каких-то отрицательных эмоциях, не быть в состоянии какого-то угнетенного или не быть в состоянии страха и неуверенности. То, что будет происходить, это вас приведет только к лучшему. Колесо фортуны может развернуть вас на 180 градусов, изменить на 180 градусов вашу деятельность, совершенно по-другому все расположить, но это будет для вас только лучшим вариантом, поэтому не бойтесь этих изменений. Так, и у нас совет карт на неделю. Будьте активными, будьте решительными, не нужно бояться, не нужно быть неуверенными в себе. Да, я бы это назвала так. Здесь где-то даже от вас потребуется переть даже где-то на рожон. Переть на рожон, но я, вспоминая самую первую карту, скажу, что находите в ваших движениях вперед небольшие паузы для того, чтобы вы могли оценить, сколько вы уже прошли. Может быть, уже хватит пройденного вами пути. Не нужно перелопачивать весь огород. Возможно, от вас потребуется сделать лишь часть. Поэтому чрезмерная усердность ваша тоже будет не в плюс, поэтому активность от вас, конечно же, потребуется, но имейте в виду, что и осторожность ваша также нужна будет. Не нужно переходить в хитрости, какие-то обманы. Обязательно нужно быть простыми в своих движениях. Не нужно каких-то хитро ломаных каких-то ситуаций или хитроломанных решений ситуаций. Именно простое движение вперед, без каких-то замысловатых завихрений, поможет вам найти сбалансированность, поможет вам найти вот состояние спокойствия. Хорошего вам месяца!